Витаю, всем привет! Сегодня у меня традиционная европейская выпечка, такое вот зимнее угощение, которое в Германии принято готовить на Рождество. Самый крутой, конечно же, аутентичный, как бы дрезденский штолен. На нем даже на упаковке ставят печать, которая говорит о том, что только здесь, в Дрездене, может быть изготовлен такой вот штолен, больше нигде. Уникальный, настоящий, традиционный дрезденский штолен, безусловно, мало кто повторит, потому что рецепты держатся в строжайшем секрете. И название, и рецепт такого штолена защищены законом ЕС. Да, и такой штолен обязательно должен изготавливаться вручную. Использовать можно только сливочное масло и изюм высокого качества. И вот я хочу поделиться с вами рецептом штолена, который я много лет изготавливаю. Для начала нужно замочить в роме изюм. Можно взять только изюм 150 грамм, но я делаю пополам с клюквой. Хочу добавлять такую небольшую кислинку. И еще я добавляю цукаты. Я беру цукаты, это высушенная манго, но можно взять кубиками, продаются. Зелененькие, красненькие, желтенькие, подкрашенные они, конечно, красителем. Я это не очень люблю, стараюсь не применять подкрашенное красителем. Итак, 75 грамм изюма, 75 грамм клюквы. Можно взять, опять же повторюсь, изюм 150 грамм и все. Промываю обязательно водой, потому что в пакетиках они, естественно, чем-то обрабатывают. Теперь нужно залить ромом. Просто залить ромом и оставить набухать. Но и это не принципиально, можно залить коньяком. Оставляю часа на 2 промочиться и набухнуть изюмчик. Можно еще подготовить цукаты. Я манго нарезаю кубиками, такими довольно-таки крупненькими. Они должны попадаться в штолине. И подготавливаю марципановую массу. Для приготовления марципановой массы обычно берут поджаренный миндальный орех, запаривают его водой и снимают шкурочку, а потом высушивают и перебивают на блендере. Я этого не делаю. Вот прямо со шкурочкой поджаренный миндальный орех 100 грамм перебиваю в муку. Причем это тоже не принципиально. Можно взять грецкий орех и перебить в муку для марципановой массы. Высыпаю перебитое в мисочку. Теперь мне понадобится сахарная пудра. Если у вас дома не оказалось сахарной пудры, ее всегда можно сделать из сахара. Я просто перебиваю на кофемолке сахар, и у вас сахарная пудра готова. Теперь добавляю к массе 100 грамм сахарной пудры. Теперь сюда же добавляю 1,5 столовые ложки воды. И вымешиваю эту марципановую массу сначала ложечкой, потом руками. Леплю как пластилин. Вот такая вот однородная получилась марципановая масса. Теперь, чтобы она не засохла, я ее кладу либо в кулек, либо стикерую в пленку. Причем это место марципановое можно было бы и упустить, штолен хорош и без марципана. Но я обычно в центре вкладываю такую марципановую колбасочку. В общем-то, подготовила. Изюм у меня набух. Теперь готовим само тесто. В миску я просеиваю 500 грамм муки. Теперь добавляю пачку разрыхлителя, пачку ванильного сахара,
100 грамм сахара и щепотку соли. Теперь грецкие орехи 100 грамм, тоже поджаренные, перебиваю в кофемолке и тоже добавляю к тесту. 100 грамм грецких орехов, перебитых на кофемолке. Слегка перемешиваю. Теперь мне понадобится цедра одного лимона. И натереть нужно только верхнюю часть, желтую. Иначе белая часть будет давать горчинку. Только верхнюю желтую часть. Добавляю это к тесту. Теперь сюда же добавляю размягченное сливочное масло 180 грамм. Теперь слегка вымешиваю с маслом и добавляю 250 грамм молока комнатной температуры. Теперь тесто нужно вымесить. Вот, изюм напитался, я сливаю жидкость, а изюм добавляю к тесту. Вымешиваю тесто, и вы не представляете, какое оно ароматное. И я всегда ловлю себя на мысли, что вот наконец-то новогоднее настроение, этот сказочный запах. Итак, добавляю изюм и добавляю цукаты. Штолен обычно пекут в начале декабря, и до Рождества, до 24 декабря он отлично сохраняется. Уже пробовала так делать, и он действительно не портится до Рождества, но у меня его съедают. Поэтому я делаю его непосредственно перед Рождеством. И свежее, и целее будет. Делаю его несколько заходов. Итак, марципановую массу я достаю. Немножко крахмала, чтобы не прилипало, но бывает, что и крахмал не нужен. Разделяю на 4 части и формирую такие колбасочки. Просто заготавливаю то, что я буду вкладывать в тесто. Сделала в этот раз подлиннее, но рекомендую их делать покороче и потолще. Подготовила марципан. Теперь на стол немножко насыпаю муки и выкладываю сюда тесто. Немножко обминаю и формирую 4 части. Это будет 4 штолена. Делаю штолен еще и перед Новым годом. У меня и Новый год всегда со штоленом. Несколько заходов делаю перед Новым годом. Раздариваю штолены друзьям, знакомым. Вот такая вот новогодняя выпечка. Обычно из этой рецептуры можно сделать либо 2 больших, либо 4 маленьких штолена. Мне просто нужны 4 маленьких. В этот раз я так разделила. Причем можно выпекать не обязательно в формах, просто на противне. Делаете такой блинчик, вкладываете марципан, заворачиваете. Стараться, чтобы цукаты и изюм были спрятаны, потому что при выпечке они будут пригорать. И делаем вот такую вот складочку из теста. Формирую чуть-чуть вытянутой. Вот такой вот простой по форме и по оформлению традиционный хлебец. И считается он олицетворением новорожденного Иисуса Христа, как бы завернутого в тканевый лоскут. Вот такие вот у меня формочки. Перекладываю их в формочку. Делаю, кстати, их слегка такими небрежными. И так из всех частей формирую. Ну, такая вот складочка должна быть у штолена. Я выкладываю их в форме, но это не принципиально, можно просто на противень.
Духовка должна быть разогретой на 180 градусов. Отправляю штоллины в духовку на 45 минут с обдувом. К тому моменту мне нужно подготовить сливочное масло, оно должно быть растопленное. Вот так вот выпеклись наши штоллины. Теперь, пока они горячие, я палочкой делаю много-много протыканий в штоллинах и промазываю, чередую растопленным сливочным маслом. Оно сразу впитывается. Водка пока горячая, быстренько надо промазывать. Теперь просыпаю сахаром и так чередую. Теперь опять сливочным маслом, и получается такой как бы сахарный слой. На горячем штоллине эта масса как бы подтаивает и схватывается, и получается такой сахарный вкусный толстенький слой. И так делать раз 8. Можно меньше, это уже по желанию. Я делаю раза 4-6. Сахар и сливочное масло. И чередую. А последним слоем сахарная пудра. Потом я перекладываю его на фольгу. Фольгу тоже перед этим просыпаю сахарной пудрой. И переношу туда штоллин. Теперь жду, чтобы они остыли. И только остывшими я уже заворачиваю в фольгу